Что, друзья, привет! Вот и настал 30-й день нашего челленджа Afraid за 30 дней. Вот видите, вот такие дела. Итоги подведу сегодня вечером. Пока что еще целый день есть шанс успеть. Вот, сегодня я хочу накрыть кровлю. В принципе, у нас все подготовлено. Дом полностью утеплен в 3 слоя. Осталось обрезать кое-где пену, на навесах положить ОСБ-шку, закрыть и, в принципе, раскатывать кровельный материал. Если кровельный материал будет ложиться хорошо, то сегодня у нас появится крыша. А ИБГАЭКа главное не бояться. Погнали! Решил снять небольшой видосик, пока крышу не накрыл окончательно. Вообще, в чем суть нашей концепции, нашей кровли? Сразу говорюсь, мы делаем неправильно, если следовать кровельной науке, и кровельщики скажут, что это не айс. Вот. Мы делаем так, потому что считаем, что в данной ситуации так можно сделать, но это не является нормой во всех ситуациях. В чем суть нашего домика, в чем суть и необычность нашей конструкции? Я попытался спроектировать конструкцию, в которой не будет ни единого мостика холода, и дом будет со всех сторон абсолютно полностью покрыт утеплителем. Вот, соответственно, получилось так сделать. Вы видите, вот здесь розовый – это утеплитель, пеноплекс. Его видно вот на пристроечке, видно там 3 слоя, 15 сантиметров. Вот. Но самое главное, мы соблюдаем главные правила в том, что в стенках и в материалах не должно накапливаться влага. То есть, что это значит? То есть, мы делаем сейчас не совсем правильную конструкцию по каким-то стандартам, но при этом соблюдаем глобальные правила физики и глобальные правила стройки в том, что конструкция не должна мокнуть. Вот, в чем суть? Деревянные элементы, те, которые впитывают в себя, отдают в себя влагу и так далее, которые являются небольшими мостиками холода, они у нас располагаются все внутри здания. То есть внутри помещения у нас силовой каркас идет, потом внутри мы отснимем материал. Идет силовой каркас, потом идет фанера, и на этом влагопоглощающие элементы, они заканчиваются. Сверху фанеры сразу уложено 15 сантиметров мегаутеплителя, который является абсолютно инертным по отношению к влаге, то есть он абсолютно имеет нулевое влагопоглощение. И сверху потом я стелю материал, Big Cross называется, в общем, такой модифицированный рубероид, можно сказать, он похож на рубероид, только он потолще и получше качеством, чем раньше был рубероид. В чем суть, что мы делаем неправильно? По идее, сверху этого материала нужно было бы постелить еще лаги, на них положить ОСБ-плиты, и потом на них можно расстелить уже гибкую черепицу. Почему так не сделали? Потому что мы жадные. И жадные тоже. Вот. Мы так не сделали, потому что я хочу потом на крыше сделать висячие клумбы. То есть у нас будут такие ступеньки, клумбы, и там будет расти наша трава, будут расти какие-нибудь еще классные растения, и домик на самом деле будет зеленый. Поэтому, то есть видно будет в основном клумбы, а кровельный материал будет только как подложка выполнять роль такую, чисто его не будет видно, нормально. Вот, поэтому как он сейчас выглядит, мне вообще пофигу. Потому что его не будет видно, его будет видно там, чуть-чуть совсем. А основное визуальное качество будут создавать вот эти зеленые клумбы, зеленые насаждения, которые будут сверху этого домика. Поэтому была задача простая, сделать кровлю, которая будет не течь. А как она будет выглядеть вообще по барабану, потому что сверху там будут еще другие элементы. Вот, соответственно, родилась такая история, что прямо на пеноплекс мы раскатываем этот рубероид. Естественно, к нему приклеиться невозможно, мы его раскатываем, рубероид будет друг к дружке приклеен. Посмотрим.
спорное решение. Посмотрим, как оно будет функционировать, но пока что получается. Итак, вот мы видим, вот там это навес у нас, видно небольшой навесик, еще не закрытый USB-шкой. Это силовой каркас. Потом идет утеплитель и потом идет кровельный материал. Собственно, поэтому я решил снять именно на этом этапе это видео, чтобы было видно все слои, как бы видно. Вот. И внизу, вот там видно, что у нас рубероид заканчивается и начинается следующий слой, и он уходит вниз. То есть вся влага, у нас нет никаких свесов, никаких каких-то там сложных конструкций. Вся влага уходит прямо по нему вниз, и внизу из рубероида формируется такой желобочек, по которому вода будет стекать. А под этим желобочком еще лежит дренажная труба. Если что-то прошло через этот желобочек из рубероида, который у нас в земле, то эта влага по дренажной трубе будет сразу уходить, чтобы, поменьше влаги было под домом, потому что влаги у нас много. Вот такая история. А я погнал на крышу. Солнце 3 часа дня, а солнце уже, смотрите, как низко. Сегодня мне надо доделать кровлю. И еще я сегодня хочу запустить печку, но для этого нужно будет установить трубу. Я надеюсь, что я успею. Сегодня, кстати, 30-й день. То есть сегодня тот день, когда вечером я буду подводить итоги. Что, историческое видео. Я собрал печку. Первая расставка. Неделю назад, когда мы строились и было очень холодно, как раз с Пашей мы сидели и так повечерело, мы забрались в свой летний домик в спальнике с горячим чаем, а напротив видно было, как у соседей из окошка идет дым, и нам было так грустно. У них там дымочек из трубы идет, тепло, а у нас холодина была, сегодня потеплее. И вот сейчас у нас появляется тепло. Тепло, печь дома, это его душа. Вот сейчас мы вдыхаем душу в наш дом. До этого это была еще стройка, сегодня он должен превратиться в дом. Смотрите, пошел дым. Это дым первого запуска. То есть она покрыта. Вот эта краска специальная, все печки покрыты. И при первом запуске, это прям в инструкциях написано, кто инструкцию не читает и первый раз затапливает печь, тот в ужасе начинает бегать, что случилось, печка дымится. Нет, это дымится не то, что внутри дрова, то, что внутри дрова идут в тягу. А это снаружи печка сейчас полимеризуется, это нормально. Минут 15-20 нужно, чтобы проветрилось хорошо, и все прекратится. Ровно месяц назад, вот ровно в этом месте я сидел на зеленой лужайке и обещался построить дом за 30 дней. Вот пошло 30 дней, не самых простых, но очень интересных. Мы сидим в домике, а это работающая печь. Я думаю, если вы наблюдали наши сторисы в течение этого месяца, погода нас не баловала, мягко говоря, так и было мороза до 10 градусов, и снег выпадал, и каждый раз это все была борьба, некая борьба с холодом. И вот сегодня я доделал кровлю, то есть теперь точно уже не будет нигде капать, и успел подключить печь и затопить ее. Сегодняшний день, я считаю, я торопился сегодня именно запустить печь. Почему? Потому что печь – это душа дома. Я считаю, что сегодня я смог вдохнуть в него душу, и какая-то некая стройка, некий недострой превращается сразу в дом, потому что появляется тепло и уют. Челлендж был таким: 30 дней, 500 тысяч, построить дом, полностью доделать его до комфортного состояния, в котором можно жить. Не успели. Дом не доделан. Это факт.
с одной стороны. На самом деле я сейчас испытываю смешанные чувства, потому что я хотел успеть больше. Из глобальных вещей, которые не успелись, которые вот прям не дают нам считать программу выполненной, мы не сделали окна, чуть-чуть не успели по наружке, чуть я не успел по наружке, и самое главное, у нас нету окон. Если бы были бы окна, то, в принципе, навести дома уют было бы делом, прям вообще быстрым. Вот. У нас нету окон, первое. Второе, я не подключил канализацию и воду. То есть это все рядышком здесь, но в дом не введено, значит его нету. То, что я хотел, я не выполнил. На то есть объективные причины, есть субъективные причины. О них я потом поподробнее сегодня чуть расскажу. Потом мы сделаем, потом будет отдельный пост по аналитике, сколько дней, на что ушло и так далее. То есть, с одной стороны, челлендж не выполнен, дом не достроен. С другой стороны, 30 дней назад я сидел вот в этом месте на ровной траве, и не было ничего. Сегодня я сижу перед теплой печкой, на голову мне точно не будет ничего капать, если даже пойдет снег, дождь, все остальное. Вот. И это уже дом. Это уже дом, в котором тепло. Его надо будет доделывать. Но это уже дом. Так что итоги челленджа, главным итогом челленджа является то, что у нас уже есть это помещение, это дом есть. Зачем мы вообще все это устраивали глобально? Мы осенью хотели построить дом перед зимой, мы хотели дом построить осенью, чтобы у нас зиму уже в Аибке была какая-то цивилизация. Но какие-то вечные дела, и планировал я начать это делать в сентябре месяце, и за 3 месяца, вполне реалистичный срок до зимы построить. Вот. В итоге какие-то дела, нестыковки, какие-то там дополнительные подготовки. Как всегда, время уходит, и в начале ноября я понимаю, что через месяц зима. И становлюсь перед большим выбором. Через месяц зима, надо потихоньку консервировать все, что не доделали в Аибке, и уже начинать новую какие-то движуху, стройку с весны. То есть все, зимой у нас нету здесь теплого помещения, делать здесь в холод нечего. С другой стороны, у меня забрежила мысль, что если постараться успеть, да может постараться немножечко напрячься, может быть, что-то и успеем сделать. И вот эта мысль засела, и в принципе логично консервировать все, что не доделали в Аибке, и уже там до весной, когда снег сойдет, в апреле станет тепло, в апреле будут дожди, значит, там, в мае, что-то начинать. То есть, в общем, проект стопорится на полгода, потому что здесь делать без теплого помещения, здесь делать нечего. Вот. И мне очень хотелось все-таки попробовать сделать что-то к зиме здесь, и родилась эта идея челленджа. За 30 дней строим сколько успеем. Теплый дом у нас уже есть. Теперь сюда можно потихоньку приезжать, доделывать окна, доделывать внутрянку, канализацию, воду, но уже можно приехать, растопить печь, на голову ничего не будет капать, и дом утеплен. Самое главное, дом очень теплый. Мы будем также дальше продолжать публиковать, как строится дом, как он доделывается, все косяки, проблемы, в более спокойном режиме. А в течение нескольких дней будет аналитика о том, куда ушло время, почему